Всем привет! Вот как видите, имею вот такой блок управления ABS-системой. Блоки ABS визуально выглядят по-разному, но выполняют одну и ту же функцию. В данном видео разберу данный блок и посмотрим, какая у него конструкция, какие металлы он содержит и в каком количестве. Я думаю, это будет интересно и мне, и вам. Ну что, погнали! Как видим, блок управления системой ABS состоит из трех частей. Это с главной части, где установленная плата управления блоком ABS. Дальше средняя часть, в которой установлены клапана, которые управляют потоком гидравлической жидкости, в данном случае тормозной жидкости, по своим каналам. Третья часть ABS блока — это сам электродвигатель, которым управляет плата, которая получает команду от блока управления всем автомобилем и передает питание на электродвигатель, который, когда вращается, управляет клапанами и также в тот момент потоком тормозной жидкости. В первую очередь отключаем электродвигатель от платы. Дальше снимаем вот эту коробочку с платой управления блока. Вот такая коробочка. В данной коробке есть установлена электроплата и также 8 электромагнитных катушек, которые управляют вот этими клапанами. Это одна часть из блока управления. Дальше снимаем электродвигатель со средней части. Вот так выглядит электродвигатель. И вот так выглядит средняя часть ABS блока. Вот так ABS блок разбирается внутри части. Дальше продолжаем разборку нашего блока ABS. Будем разбирать слегка среднюю часть, так как не вся она разбирается. Вот стоит игольчатый подшипник, который управлял вот этими двумя поршеньками и затем управлял уже вот этими клапанами. Дальше снимаем и выбираем вот эти поршни. Теперь откручиваем по бокам вот эти заглушки и снимаем вот эти поршни. Стояли вот такие два поршня, которыми управлял электродвигатель, а данные поршни уже дальше управляли клапанами, которые устроены в этом алюминиевом блоке. Дальше здесь ничего разборного нету практически. Все запрессовано, залито в один кусок слитка алюминия и все. Вот эти сердечники электромагнитных клапанов выбиваем молотком. А если кто-то когда-то выбрал и знает, как выбирается, можете написать мне в комментариях. Вот и все. Дальше выбрать эти части нереально. Я не знаю, они так сильно запрессованные с заводом, что их достать нереально. Поэтому я их и не буду доставать. Только извлеку дальше вот эти две пробки металлические, а также и вот эти. Просто прорежу вот так болгаркой и выбью. Видите, здесь внутри пустота, но были вот такие металлические пробки. Дальше выбиваем вот эти пробки. Здесь стоят вот такие спружины уже металлические. Вот и все, видите? В этих местах теперь пустота. Итак, заканчиваем с этой средней частью блока ABS. Мы здесь все выбрали по возможности, что можно, кроме вот этих деталей. А так здесь сплошной слиток алюминия. Здесь больше ничего не разбирается. Ну что, разбираем дальше. Дальше будем разбирать электронную часть. В первую очередь снимаем вот эти электромагнитных клапанов катушки. Они снимаются вот таким образом. 8 штучек.
Дальше снимаем с этого пластикового корпуса крышку и извлекаем саму плату, электроплату. Крышку так просто здесь не снимешь. Я уже защелки отломал. Она вклеена. И плюс на вот этих втулках она еще стоит. И вот что у нас получилось. Здесь корпус, ничего уже нету. А вот сама плата. Вот на этих контактах она держалась. И вот алюминиевая пластинка приклеена на саму плату. Сейчас я ее сниму и покажу, что с другой стороны. Вот сама плата. Вот обратная сторона. И вот алюминиевая часть. Я ее отклеил. Вот такая конструкция у данного АБС-блока. Итак, дальше будем разборку продолжать с электродвигателя. Вот так выглядит внутренняя часть, статор. Как видим, установлены магниты. И с одной стороны электродвигателя установлена втулка. Здесь, с этой стороны, установлен щеточный механизм, как видите. И уже не втулка, а подшипник, так как здесь большая нагрузка на ось. Часто изнашивается задняя втулка, так как она слабее, чем этот подшипник. И электродвигатель начинает касаться якорем статор, замыкает, и электродвигатель уже не может вращаться с той силой, какой должен. Или попадает вода, все ржавеет здесь, и также закисает и не может вращаться электродвигатель. И тогда АБС-блок уже не функционирует. Получается, что нужно менять АБС-блок на новый, но в таком случае можно просто купить вот такой комплект электродвигателя и тупо вот так заменить просто и все. И будет электроблок АБС дальше вам выполнять свою функцию. В продаже есть. Ну что, разбираем дальше. Вот такой подшипничек. Вот такой якорек коллекторного типа. Ну и щеточный механизм, как видим. Если кому-то интересно, как выбрать медь из якоря, ротора, статора, любой конструкции, можете посмотреть, у меня на канале есть видео, если это кому-то интересно. Итак, вот окончательный результат. Вот сколько было в данном блоке АБС латуни. Грамм 30. 1 килограмм ровно алюминия. И вот медь с электродвигателя. А вот медь с электромагнитных клапанов с катушек. Общий вес меди 250 грамм. И, конечно же, вот такая плата. В ней тоже есть драгоценные металлы. А также и вот такая кучка тяжелого металла. Это железо. Приблизительно 1 килограмм. Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.